Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». По вашим просьбам, по вашим предложениям, ну и по оценке нового формата мы уже начали работать. Вот это видео уже более-менее по вашим предложениям мы сделали. Итак, по новому формату будут у нас теперь идти агрогороскопы. И сегодня мы рассмотрим агрогороскоп с 29 августа по 1 сентября 2021 года. Это время убывающей Луны в знаке Близнецы, время московское. Напомню, что мы, Раиса Греченко, Александр Волик, проживаем в городе Измаил, а это юг Одесской области и юг Украины. И составляем гороскопы именно по московскому времени. Это очень удобно. С помощью Гугла можно определить время своего региона, своей страны. Ну и начнем. Уже начало осени. Вот так поздравляем с наступающей осенью. И 1 сентября у нас, видите, очень важный день будет, но завершим дела августа. Итак, 29 августа. То, что вы просили. Смотрите, мы как раз рассматриваем до 19 часов 42 минут время Тельца, а в 19:43 уже начинается чистое время Близнецов. Поэтому мы можем спланировать то, что мы можем сделать в знаке Телец 29-го, и уже будем знать, что мы не должны делать вечером, и какие работы мы можем выполнить 30-го, 31-го, и 1-го уже во время перехода, а у нас будет переход Луны из знака Близнецы в знак Рак в 8 часов 27 минут утра. Итак, будем рассматривать чистое время Близнецов, это 30 и 31, и время, когда мы можем выполнить какие-то работы, которых нет здесь. Давайте более подробно начнем освещение этого вопроса. Итак, 29-го и еще мы можем поработать. В основном это работы до 15 часов, эти работы нужно выполнить. Сеем. Что можно еще посеять 29 августа? Это семена редиса, семена сидератов, семена зеленых культур, тот же укроп, петрушка, салаты. Да что угодно, что вы хотите ранние культуры зеленые получить, это очень хорошо получится. Так что сейте вот эти культуры. А вот уже вот это все, его нельзя будет сеять 30 и 31 в Близнецах, тем более 30 будет переход Луны из 3 в 4 фазу в 10 часов 14 минут, а это значит плюс-минус 12 часов стрессовых, которые нельзя использовать. Это, в принципе, все сутки, когда ситуация очень сложная, типа маленького новолуния или полнолуния. Поэтому вот такая ситуация, мы здесь не сеем, но смотрите, если вы что-то не успеете здесь 29-го в Тельце, пропуск у вас будет 2 дня, зато 1-го уже после 9 часов можно еще посеять редис. Тот же редис, потому что рак, убывающая луна, будет тоже сочный, очень вкусный. Ну и пишу рядышком масличная редька и другие сидераты. Да, уже можно любые сидераты, скорые сидераты, то, что быстро в нас вырастает, в течение месяца-двух можно их сеять. Вот таким образом можно распределить работу. Что не успели здесь, делаем уже в раке в период убывающей Луны в знаке Рак 1 сентября. Теперь рассмотрим вопрос рассады. В Тельце очень хорошее время. Здесь можно высаживать любые цветочные, овощные, рассадные растения, а также земляника, потому что многие спрашивают, что там у нас с земляникой. А вот уже в период Близнецов, тем более перехода Луны из 3 в 4 фазу и далее, у нас этой работы не может быть запланировано, потому что она неэффективна. Она не даст нам хороших результатов. Итак, мы рассаду 30-31 не высаживаем, 29 постараемся до 15 часов высадить. Если не высадили в эти дни, вот у вас тоже снова же, как и с посевами, у вас есть такая уникальная возможность, берете рассаду и высаживаете 1 после 9 часов. Любые овощные, цветочные растения.
Сразу же отвечаю, по овощным это уже второй оборот для тех, кто занимается выращиванием овощей в теплицах, отапливаемые теплицы. Я вам как раз отвечаю на ваши вопросы. Следующий очень важный момент – работы в саду. Итак, в саду что мы можем сделать 29-го? Это телец, убывающая луна. Поливы и подкормки очень эффективны в сочетании. Сначала поливаем, затем подкармливаем. Причем подкормки и под корень, и по листьям. Но наиболее эффективны и очень быстрые по листьям. Еще вегетация идет, физиологические процессы еще работают все в растениях, поэтому используем внекорневые подкормки. Черенки и укоренение черенков. Телец, супер время. Любые ваши растения, садовые, цветочные, любые растения, нарезайте черенки, укореняйте. Можно высаживать саженцы с закрытой корневой системой. И вот на этом до 15 часов вот с садовыми вот этими работами все завершается. К сожалению, их продолжить пока нельзя будет в ближайшую неделю. Поэтому, напоминаю, в близнецах мы ничего не высаживаем. Единственное, что в саду можно просто-напросто сделать защиту растений от различных вредителей и болезней. Их хватает сейчас. В общем, здесь пропуск, никаких работ мы не делаем. И уже 1 сентября в саду можно поливать уже, подкармливать, защищать растения от болезней, от вредителей и высаживать землянику. Так что здесь можно просто продолжить некоторые работы, которые были не завершены в саду в Тельце. Следующий момент, я их как раз связала, сад и зеленые операции. Очень важно знать, что зеленые операции мы проводим в знаки стихии огня, воздуха, огня не все знаки, и земли. Поэтому в Тельце мы можем спокойно провести зеленые операции на любых растениях. Уже время сожженного пути полнолуния позади, поэтому здесь можем любую обрезку проводить в саду, и не только в саду, но и на овощных, цветочных растениях. В близнецах стихия воздуха приветствуется тоже обрезка, любая обрезка зеленых частей растений на любых растениях сада и огорода 30-го, 31-го. 31 до вечера завершите эти работы с обрезками, потому что уже 1 сентября в знаке стихии воды нельзя будет проводить зеленые операции ни на каких растениях. И независимо от того, какая луна сейчас убывающая, в знаке стихии воды не проводим никакие обрезания на растениях. Следующий очень важный момент – это комнатные цветы. Тоже рубрика такая появилась благодаря вашим предложениям и вопросам. Так что, если что-то у вас еще новые какие-то идеи есть, пишите, будем рассматривать и будем пытаться, и не только пытаться, а вот в данном случае мы уже нашли способ для того, чтобы вам показывать вот таким образом, в таком ракурсе вот эти агрогороскопы. Вернемся к комнатным цветам. В Тельце 29-го замечательное время для того, чтобы нарезать череночки и укоренить череночки. Высаживать рассаду тех же цветов, которые раньше укореняли, уже там корневая система очень хорошая, можно высаживать рассаду. Очень хорошо поливать, подкармливать, пересаживать. Практически все работы 29-го в Тельце очень хорошо проводить. И эти работы нужно выполнить до 15 часов дня, потому что дальше уже энергии идут близнецов, и вот эти и черенкования, и укоренение черенков, поливы, подкормки, все это уже нельзя будет проводить в следующем знаке. Поэтому здесь уже, смотрите, 30 и 31 только защита от болезней и от вредителей. Вот этот вид работы для цветов он будет хороший. Но не забывайте, что нужно готовить к переходу на наши цветочные растения. Те, кто находился на балконе или же в саду, нужно их готовить к переходу уже в комнатные условия. И уже, кстати, вот очень интересный момент, 1 сентября для комнатных цветов будет хороший момент. Здесь нельзя также черенковать и укоренять череночки, но здесь можно проводить пикировку, посадку, пересадку, перевалку цветочных растений,
поливы и подкормки. И это все можно с 9 часов утра уже делать. Так что можно распределить вам работы и вот спланировать с 29 по 1 вот эти все виды работ с комнатными цветами. Следующий момент – поливы и подкормки. Я их всегда связываю, потому что именно они в таком сочетании, эти два агроприема дают очень хороший результат. Причем это важно не только для комнатных цветов, для садовых, но и для огородных, любых растений. Итак, поливы эффективны 29 только до 15 часов. Далее у нас очень сложный период будет, время дыхания растений, поэтому постарайтесь до этого времени полить и провести подкормку. Вот здесь вы можете провести подкормку вечером, позже, после 15 часов. Растения уже будут полностью насыщены водой, и теперь можно будет провести вот эту подкормочку внекорневую, в данном случае только внекорневая, по листьям. Вот это будет хороший эффект. Далее уже у нас в последующие дни, 30 и 31, ни поливы, ни подкормки мы не проводим. Здесь тоже. Зато уже очень хорошо с 9 часов утра 1 сентября можно поливать, и, естественно, подкормки будут эффективны после 9 часов утра. Конечно же, лучше подкормки проводить вечером. Еще солнце очень сильное, поэтому берегите растения. Поливать вы можете в течение дня, а опрыскивание, подкормочку питательными веществами нужными, это можно сделать уже вечером. Сбор урожая и заготовки на зиму. Очень важный момент сегодня, каждый день, каждый час очень дорог для того, чтобы мы переработали то, что вырастили, и главное, его нужно сохранить, качественно сохранить. Поэтому собирать урожай в Тельце – супер хорошее время. Здесь все овощные, садовые растения со своими созревшими плодами, ягодами. Кстати, сразу же и семена можно собирать любые в Тельце 29-го. И, кстати, можно собирать и позже. Почему? Потому что в близнецах это знак стихии воздуха, и можно собирать семена. Смотрите, то же самое все овощные и садовые. И садовые растения, семена идет до 31 включительно. А затем уже 1 сентября нет, потому что в это время очень много воды. И в это время, когда много воды, семена некачественные, они плохо потом всходят и плохо хранятся. Поэтому, пожалуйста, вот этот момент учтите. Сбор урожая будет временно прекращен с 1 сентября по определенное число, когда уже Луна будет находиться в знаке Рак. И об этом мы будем говорить в следующем агрогороскопе послезавтра. И еще один важный момент связан снова же с сбором урожая. Заготовки на зиму в Тельце. Все заготовки, любые заготовки, все на зиму можно собирать 29 и квасить капусту до 12 часов дня. Есть отдельные вот эти 2 периода или 3 периода, все зависит от того, как располагается Луна в этих знаках в каждом месяце. Пожалуйста, до 12 часов квасьте капусту. Получится очень вкусная. С нами уже несколько лет квасят наши постоянные зрители, квасят капусту, занимаются квашением яблок, грибов, ягод. Все, что вам нужно заквасить, до 12 часов сделайте, будет очень качественно и вкусно. Почему дальше мы уже вот это не делаем? Заготовки все делаем, копаем картошку, лук, все, что нужно, все собираем, все, что созрело, все, что нужно переработать или сложить для того, чтобы зимой пользоваться, заложить на хранение. В близнецах 30-го это мы делаем. И 31-го тоже все виды заготовок и закладка на хранение. Пишу еще и семена забираем. Вот эти работы выполняем 31-го до вечера. Далее у нас запрет на эти работы. Почему? Потому что если вы сложите в это время, я проводила множество экспериментов, собирала в хороший день урожай, а затем закладывала, вот пробовала маленькие порции, закладывала именно в дни стихии воды. И у меня эта продукция плохо хранилась. Поэтому будьте добры, постарайтесь вот 31-го все вот эти работы выполнить, а уже 1-го и на время
Луны в Раке мы делаем перерыв в заготовках и в сборе урожая. Вот таким образом можно спланировать свои работы. Ну и очень важный момент, спрашивает, что можно еще делать в эти дни, можно ли подготавливать грядки. Да, работайте с почвой, сидираты, вносите в почву все, что вы собираетесь, солому, какие-то другие органические вещества. Все это делается и все это приветствуется, если есть время. Но сейчас, видите, какие у нас очень большие объемы работ. Заготовки, посадки, посевы, поливы, подкормки. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили сегодняшнее видео в новом формате. Мы прощаемся с вами, благодарим вас за ваши предложения, ждем новых ваших комментариев, писем, сообщений и предложений. Вопросы есть? Задавайте, будем на них отвечать. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.